проводишь время с любовницей?» — поинтересовался отец у Андрея. «С чего ты взял?» «Это заметно по твоему поведению», — ответил Гаврил Егорыч. Андрей покраснел. «Знаешь, чем заканчиваются подобные связи?» Продолжал отец. «Пап, я не нуждаюсь в твоих нравоучениях», пытаясь уйти от разговора, произнес молодой человек. Андрей рано потерял мать. Женщина ушла из мира сего, когда мальчику было 9 лет. Возможно, из-за недостатка материнской любви парень находил женщин постарше себя. С Вероникой он чувствовал себя по-особенному, хотя их разница в возрасте составляла 7 лет. Они поженились, родился сын. Только теперь до Андрея дошло, ему хочется иметь рядом более молодую спутницу жизни, а не страдающую приливами и климаксом. Рыженькая Олеся работала с ним в одной конторе. Ради нее Андрею хотелось перевернуть весь мир. Он решил ее вопросы с жильем, с образованием. Конечно, ради материальных благ девушка была не против романа с мужчиной, который был старше ее на целых 20 лет. На самом же деле ей нравился Тимоха, ее сверстник. Тимофей не мог дать Олесе то, что она получала от Андрея. «Она же покрутит тобой, да бросит тебя», — предупреждал его Гаврил Егорыч, имея в виду молодую любовницу сына. «Ты о семье должен думать. Вероника заболела из-за тебя. Ты хоть бы навестил ее в больнице. Пап, вам с Никитой делать нечего, вот и сходите». Разговор отца и сына закончился ничем. Андрею было все равно, что жена сейчас находится на больничной койке, и 6-летний Никита может остаться сиротой. Олеся — обычная провинциалка. Она мечтала о роскошной жизни, но жена Андрея очень ей мешала. Узнав о ее болезни, девица ликовала в душе. Теперь женатик сумеет забыть свою суженую. Прошло полгода. Никита ходил в школу. Ему очень хотелось, чтобы его провожала мама, как это было у всех одноклассников. «Вашей невестке осталось недолго», — сообщил врач Гаврилу Егоровичу, когда тот пришел навестить Веронику. Старик, вытерев слезы, спросил, сколько она еще протянет. «Пару месяцев — это максимум», — ответил врач. Для свекра заявление доктора звучало, как приговор. Неужели теперь Андрей приведет в дом эту вертихвостку? Гаврилу Егоровичу трудно было представить подобное. Как говорится, чего боится человек, то и случится. Так произошло в семье пожилого мужчины. Когда Вероника покинула этот мир, в доме Гаврила Егоровича появилась беспринципная, лицемерная, подлая Олеся. Жаль, ее мерзкий характер совсем не замечал Андрей. Однажды, когда Никита находился в школе, рыжая бестия решила избавиться от старика. Уговорив сладкими речами Гаврила Егоровича съездить по грибы в лес, ловкая аферистка высадила его из автомобиля в густой чаще. С помощью молодого любовника Тимофея она привязала его веревкой к дереву. «Неужели ты готова пойти на такое, лишь бы прибрать к рукам имущество моего сына?» Взмолился старик, понимая, что это конец. «А что ты хотел, старый хрыч?» Нисколько не сожалея о содеянном, произнесла Олеся. «Будешь много говорить, заклею рот». Потом она села в машину Тимофея и уехала. «Это конец», — пробормотал Гаврил Егорыч. «Меня здесь никто не найдет», — стояла теплая осень. «Ребята, никуда не сворачиваем», — скомандовала преподаватель классу. В лесу водятся не только милые зайчики, но и опасные звери. Например, медведи. Любопытничала маленькая Оля. И даже волки. Ответил ей грозно 7-летний Ярик. Они пробирались вдоль истоптанной лесниками тропинки.
Неожиданно Никита услышал чей-то стон. «Валентина Ивановна! Там кто-то кричит «помогите!»» — крикнул мальчик и побежал в сторону странных звуков. Увидев привязанного к дереву деда, ребенок оторопел. «Дедушка!» — заплакал он. Скоро к старику подошла учительница. «Кто же с вами так?» — ахнула она. Вместе с Никитой они развязали несчастного мужчину. Отправив отца Андрея доживать считанные дни в лесу, Олеся тем временем наводила свои порядки в доме мужа. Она выкинула всю одежду Вероники и Гаврила Егоровича на свалку, а комнату старика превратила в собственную гардеробную. Теперь ей мешал только Никита. В голове Плутовки созрела безумная идея поступить с малышом так же, как со свекром. Приближался вечер. Заказав пиццу и роллы к ужину, Олеся весело напевала себе под нос. Она совсем не ожидала, что вместо мужа она встретит на пороге нескольких полицейских. Как только она отворила двери, те надели ей наручники. Увидев позади них живого, невредимого Гаврила Егоровича, Олеся все поняла. Она начала просить у него прощения, однако старик был непреклонен. Тимофей, узнав, что его любовницу посадили, покинул страну. Только теперь до Андрея дошло, как слепа на самом деле была его любовь. Он лишился дорогой супруги, матери своего сына, чуть не потерял отца и Никиту. Если бы он на минуту задумался о наставлениях старика, его семье не пришлось бы пережить подобное.